Сегодня продолжаем цикл «Азбука недвижимости». Буква В. Виды недвижимости. Сегодня вы узнаете, какие бывают типы недвижимости и какой подходит именно вам. Смотрите это видео до конца, и в конце вас ждет приятный сюрприз. Меня зовут Антон Тиунов, вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Поехали! Так как мы находимся в Грузии и продаем грузинскую недвижимость, я бы хотел остановиться на видах грузинской недвижимости. На самом деле их не так много. Самый основной вид недвижимости – это квартира для проживания. Как в любом городе, в любой стране можно купить квартиру в жилом доме со всеми коммуникациями и в ней жить или сдавать ее в долгосрочную аренду. В чем отличие жилых квартирных домов от апарт-отелей, например? Как правило, основная отличительная особенность квартирного дома в том, что в нем, в Грузии, довольно низкая стоимость обслуживания. Коммунальные платежи по квартире в жилом доме составляют не больше, чем 50 лари или около $20. Чем отличаются квартиры в жилых домах? Как правило, на площадке меньше количество квартир, чем в апарт-отелях. И также отличается квартирография. Если это жилой дом, то квартиры в нем, как правило, бывают с одной отдельной спальней, либо с двумя, либо с тремя спальнями. Если у вас большая семья и вы ищете себе квартиру на долгосрок, то я рекомендую приобретать жилую недвижимость в домах квартирного типа. В квартирах также меньше налог при перепродаже недвижимости. И в квартирах также ниже налог на содержание вашей недвижимости. На сегодняшний момент квартира в долгосрочную аренду в Батуми показывает самую высокую арендную доходность. Кейс про квартиру в долгосрочную аренду. Наш клиент приобрел квартиру за $74 тысячи, которую мы потом сдали за $600 в месяц, $7200 в год. Соответственно, его доходность от аренды составила почти 10% годовых только от арендных платежей без учета капитализации. Если квартира стоит около $100 тысяч, то ваша квартира будет сдаваться долларов за 800, может быть за 900, что покажет тоже подобную доходность около 10% круглый год, независимо от сезона. Второй, довольно часто встречающийся вид недвижимости в Батуми – это апартаменты в апарт-отелях. Что это такое и с чем это едят? Застройщик строит на первом этаже около 10 этажей отель, который будет только отелем. У него будет вся необходимая инфраструктура. Рестораны, как правило, бассейны, фитнес-залы, коворкинги, места для проведения конференций и так далее, так далее, так далее. Все, что нужно для работы отеля. А на верхних этажах с 11, например, до последнего, до 50, это апартаменты, которые вы можете купить и управлять, и сдавать их либо самостоятельно, либо отдать их в управляющей компании. Апартаменты лучше всего подходят для краткосрочной сдачи, посуточно, на таких агрегаторах, как Booking, Airbnb или каких-то других. Если вы живете далеко и не находитесь в Батуми, но хотите приобрести апартаменты, тогда я рекомендую отдать их в управление управляющей компании, которая будет за вас принимать гостей, находить гостей в ваш номер, убирать его и так далее. А вы будете получать только доход. Квартирография в апарт-отелях существенно отличается от домов квартирного типа. Как правило, в апарт-отелях очень много студий, около 80-90% студий и 1-2 торцевые квартиры с отдельными спальнями. Что подходит именно вам, решайте сами. Но доходность студий намного выше в апарт-отелях, чем доходность квартир с отдельной спальней. А можно ли жить постоянно в апартаментах? Отвечу так. На самом деле можно жить в апартаментах и арендовать долгосрочный период, да, на год или на полгода. Но дело в том, что апарт-отели не подходят для постоянного проживания. Почему? Потому что там нет отопления газового, вы будете отапливаться только кондиционером. Второе. В летний период, когда будет очень много туристов, у вас будут постоянные очереди в лифтах, например, и в ожидании, в лобби будет много людей. Если вы приехали на отдых на море на 2-3 дня, то эта мелочь вас не сильно напрягает. Но если вы живете здесь много месяцев или лет, то, конечно, жить среди туристов бывает тяжеловато. Какие еще бывают нюансы проживания долгосрочного апарт-отеля? Там намного выше уровень коммунальных платежей. Дело в том, что, как правило, есть плата за обслуживание гостиничного номера или номера в апарт-отеле. Она составляет сейчас в среднем по Грузии около $2 за метр квадратный. То есть у вас будет только maintenance составлять $2. Если студия у вас 30 квадратов, $60 будете отдавать только управляющей компании. Плюс дополнительно платить за интернет, воду и электричество. А если вы захотите продать свой номер в апарт-отеле и вы владеете им меньше 2 лет, то вам придется заплатить еще и повышенный налог в размере 20% от разницы между покупкой и продажей. Как же выбрать подходящий вариант номера в апарт-отеле? Моя личная рекомендация. Первое. Смотрите, чтобы обязательно у апарт-отеля был под управлением международного бренда. Тогда можно надеяться на высокое качество строительства
и богатую инфраструктуру вашего комплекса. Это первое. Второе. Если вы не находитесь в Батуми, а живете за рубежом, то я рекомендую отдать ваш номер в управление управляющей компании. Это будет и безопаснее, и для вас проще. Вы будете получать только доход на ваш счет в банке. Он может быть меньше, если бы вы самостоятельно управляли своим номером. Но если вы находитесь не здесь, то управлять удаленно и сдавать удаленно практически невозможно или будут какие-то трудности. В общем, я не рекомендую с этим сталкиваться. Я рекомендую найти управляющую компанию. Это может быть управляющая компания самого комплекса, либо есть частные компании мелкие, которые берут в управление номера в апарт-отеле и уже сами занимаются арендой там. Они показывают сейчас самую высокую доходность. Мы разобрали уже два вида недвижимости, это квартиры и апартаменты. Пишите в комментариях, что подходит больше именно вам. Дело в том, что апартаменты, сравнивая с квартирой сегодня, то апартаменты дают очень высокую доходность в летний период и практически нулевую или даже отрицательную доходность в зимний период. Если смотреть в среднем по году, то доходность примерно соотносима, что у квартир в долгосрок, что у апартаментов в краткосрочную аренду. Идем дальше. Итак, загородная недвижимость. В Батуми и вообще во всем мире после пандемии COVID-19 все застройщики и люди устремились за город, что, не дай бог, еще одна пандемия, нас дома всех закроют, лучше жить в своем загородном доме, это правильно. В Батуми не так давно зародился рынок загородной недвижимости, и сегодня предложений, если не сотни, то много-много десятков предложений загородной недвижимости. Она состоит тоже из двух блоков основных. Есть загородная недвижимость, называют таунхаус, когда у вас в одной линейке несколько домов, у которых одна стена общая с вашим соседом. Из плюсов данного вида недвижимости является то, что у вас есть свой небольшой земельный участок, у вас есть своя парковка на один или два автомобиля, и, конечно же, цена. Когда у вас две стены общих у таунхауса, когда у вас небольшой земельный участок, соответственно, стоимость земли падает на себестоимость дома не так сильно, и таунхаус намного дешевле, чем вилла, например. И в таунхаусах, что мне нравится, есть управляющая компания, есть обязательно бассейн, есть обязательно садовники, электрики и так далее. Все необходимые службы, которые помогают вам заниматься управлением вашего дома, и вам не нужно где-то их дополнительно искать. Это очень большой плюс на самом деле. Но также есть еще один вид загородной недвижимости, это отдельные стоящие дома, или как тут их называют виллы. Есть несколько поселков уже готовых с виллами. То есть это отдельно стоящий дом с земельным участком, со своим индивидуальным бассейном и вокруг огороженной территории в организованном коттеджном поселке. В чем плюс виллу? Тем, что у вас нет соседей, своя территория, свой личный бассейн. В чем минусы? Минусы в том, что довольно высокая плата за содержание вашего дома. Дом был довольно большой, земельный участок большой, соответственно, с его содержания тоже недешево, что и логично. Да, какие еще плюсы жилого дома? В общем, если вы собачник, то вам подойдет либо таунхаус, либо дом. Шуметь можно в своем доме. Шуметь можно в своем доме, опять же. Вот такой плюс мы нашли с Игорем вместе. Дома и таунхаусы в Грузии стоят очень дорого. Сегодня стоимость приличного таунхауса с ремонтом мебелью начинается, наверное, от 250-300 тысяч долларов. Сдается такой таунхаус в долгосрочную аренду по цене 2500, может быть, 3000 долларов. В целом, если вы находите арендатора сразу и заключаете контракт на 1, 2 или лучше 3 года, тогда загородная недвижимость показывает очень неплохую доходность с точки зрения инвестиций. Но порог входа в загородную недвижимость намного выше, чем в студию. Студия может стоить 50 тысяч долларов, там сейчас самая дешевая, а дом сейчас самый дешевый 250 или 270 тысяч долларов. Продолжаем. Земельные участки. Тоже отчасти загородная недвижимость, но которую нельзя жить. В чем есть интересные особенности именно земельных участков в Грузии? В Грузии, как вы знаете, если не знаете, то знаете, в Грузии запрещена продажа земли иностранцам. Но продажа земли только сельхозназначения. Почти вся земля в Грузии имеет статус сельхозназначения. Если вы хотите приобрести землю в Грузии, вам нужно поменять статус сельскохозяйственного на коммерческий, и потом уже этот земельный участок вы можете как иностранец приобрести и на нем построить отель, базу отдыха, коттеджный поселок. Но все равно вы будете строить на земле коммерческого назначения для ведения бизнеса. Поэтому при покупке земельного участка обязательно смотрите документы, какой статус земельного участка имеет то, что вам показывают. Если вам предлагают дать деньги, аванс за земельный участок, который все еще сельхозназначение, или вам обещают его агенты какие-то перевести в течение 1-2 месяцев за ваши деньги и поменять статус,
Пожалуйста, не верьте этому и никому не давайте деньги. Я знаю десятки случаев, когда люди дали деньги и землю не перевели или и не переведут, скорее всего. Если вы хотите купить земельный участок и построить на нем дом, обращайтесь в компанию Georgia Private Investment, и мы продадим вам тот участок, который вам подходит идеально с точки зрения и документов, и расположения, и, конечно же, цены. Идем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас моя любимая коммерческая недвижимость. Это, по моему мнению, это самый недооцененный вид недвижимости в Батуми и в Грузии в целом. 5-6 лет назад Батуми был ярко выраженный туристический город. Сюда очень много людей летом приезжало, и зимой также много уезжало. Соответственно, многие бизнесы, которые летом, там, кафе на пляже, рестораны в городе, там, какие-то услуги, какие-то сервисы, там, маленькие пабы, кофейни, они зимой закрывались. Соответственно, весь стаф уходил, и летом надо заново собирать весь стаф, и заново они летом открывались. Сейчас Батуми — это круглогодичный город, здесь очень много экспатов, очень много разных бизнесов. Здесь нет ни одного бизнес-центра. Здесь есть всего один торговый центр. Окей, два, но прилично на самом деле один. Мы сидим, например, чтобы вы понимали, мы арендуем квартиру на первом этаже. И один наш офис, и второй офис, который мы арендуем под офис. Мы тут переделали все, покрасили, и это сейчас офис используется. Здесь нет вообще помещений, подходящих под офис, например, на первых этажах используется, как правило, стрит-ритейл. Нет рынка. Вообще вот здесь, на самом деле, нет рынка. Сегодня, чтобы купить коммерческую недвижимость, вам нужно самому здесь пройти каждую улицу, каждый дом, каждое окно постучаться. Но, тем не менее, коммерческая недвижимость сегодня имеет большой потенциал для роста в целом. Что мне нравится? Коммерческие помещения, которые сдаются под аптеки, под торговые сети, под банки. Да, у них контракты на 5, 7, 10 лет. В отличие от квартир, апартаментов, да, там, загородной недвижимости, где, ну, если про апартаменты мы уже поговорили, это контракт там на день-два, да. Если это квартира, долгосрок, то это контракт на 1 год. Если мы говорим про коммерцию, у вас контракт 5, 10 или 15 лет аренды. То есть вы, покупая коммерческое помещение, подходящее под какую-то торговую сеть, там, под аптеку, например, да, или там, туристическую компанию или просто что-то еще, у вас контракт там, на 5-10 лет с понятным доходом. То есть вы за один контракт, за одного арендатора фактически отобьете все арендные платежи, которые вы потратили на покупку этой недвижимости. Поэтому за покупкой коммерческой недвижимости тоже рекомендую обращаться в компанию Georgia Private Investment. У нас есть вам что предложить. Итак, давайте резюмировать. Если у вас небольшие накопления до 50-70 тысяч долларов, то я рекомендую приобретать апартаменты под управлением управляющей компанией. Если ваш бюджет больше 70, там, до 100-150 тысяч долларов, то я рекомендую приобретать квартиры для долгосрочной аренды. Если ваш бюджет 200 плюс тысяч долларов, тогда я рекомендую вам обратить ваше внимание на загородную недвижимость или коммерческую недвижимость для долгосрочной аренды. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня и до встречи в Грузии. Сюрприз. Я рекомендую всем самая бомба. Сюрприз. Да? Покупать студии для краткосрочной аренды в жилых домах. Тогда вы сможете сдавать не только краткосрок, но и долгосрок. И цена входа у вас будет очень небольшая. Поэтому обратите ваше внимание на студии, строящиеся в домах. Их очень быстро раскупают, но они показывают самую высокую доходность. Не благодарите.